И приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Добрый день, Александр. Рад видеть вас и всех наших зрителей. Слушайте, превращают в праздник годовщину войны 24 числа. Урсула смеется, светится, получает желто-голубой, желто-блакитный, да, вот этот вот букетик. Гости приезжают, конференция, коалиция, они теперь не желающие, а решительные. И Зеленский раздает интервью, где почуют нас подробностями, а в обращении почти 19 минут нам бункер показал. Там, где сейчас, конечно, никого нет, но вот 2 года он там был, а потом поднимался, чтобы записать видеообращение, там, работать в офисе. Знаете, общая атмосфера вот этой годовщины, лично мне показалось, не знаю, как вам, поделитесь впечатлениями, по крайней мере, того, что сейчас звучит в интервью CNN, BBC, короче, все у него берут интервью, показывает бункер. Такое ощущение, что это какое-то такое, знаете, прощание документалистическое, что, мол, все, смотрите, как вот было, и всем показывают, говорят, вот, мол, были, скажем так, времена, а сейчас-то все уже по-другому. Так и как по-другому? Шашлыков в мае так и не дождались. Вообще-то в этом бункере был не один Зеленский. И репортаж из бункера – это же не первый, который сейчас Зеленский показывает. И раньше были репортажи, допустим, рассказывал тот же Арестович, тот же Арахамия. Рассказывал Арахамия, как они там воровали, по-моему, вино у Кирилла Тимошенко. То есть там были разные истории, понимаете? И далеко не все они были связаны с героическим сопротивлением. У меня такое ощущение, что много кто там отсиживался поближе к президенту, учитывая, что там нормальная защита от каких-то бомбовых ударов, там охрана, управление державной охраны и прочее. Единственный, кто туда не поместился, был Стефанчук. И не потому, что у него там параметры были большие. Принято было решение, чтобы руководство государством было разделено. Но я так подозреваю, что его именно по этой причине туда не пустили. Было бы тяжело ходить по коридорам, понимаете? Стефанчук у нас крупный политический деятель, и все же об этом знают. Вот у вас сложилось впечатление, что, дескать, он прощается. Но у меня такого ощущения нет. Потому что вот вся эта его политическая активность в последнее время, ведь он каждый день кому-то дает интервью. Причем, что характерно, не украинским средствам массовой информации, а зарубежным. То есть, вот эта их политика игнорирования средств массовой информации Украины, она ведь началась с самого начала, с момента, когда он только шел президент. Он никаких интервью не давал. Единственное, где он появился перед выборами, это был канал 1+1. Когда он там представлял уже свою команду, и там заявил, что это была наша стратегия. После этого, если вы помните, Александр, Богдан заявил, что нам не нужны посредники в общениях с народом. Он заявил о том, что практически журналисты нам не нужны. И вот это вот игнорирование, оно иногда прерывалось, конечно, мощными пресс-конференциями, где он обычно начинал хамить журналистов, когда ему что-то не нравилось. И не сложилось у него отношения. Богдана там заменили. Более такую мягкую форму выбрали. Дескать, мы вам будем говорить off-record что-то, для того, чтобы вы это не писали. А зачем журналистам сообщать информацию, чтобы они об этом не писали? Вот объясните мне, Александр, смысл этого информирования? Мы вам сообщаем чтобы контекст понимали, чтобы, в общем, сопричастны были. Это ведь тоже такая своего рода инициация. Вы же видите, вот если вы там зашли в эту тему, погодите, все же на задних лапах. Все на задних лапах. И вы тоже на задних лапах, Александр? Так я... Александр, вы на задних лапах? Давайте так, честно. Вы на задних лапах? Давайте так. Поэтому я под санкциями за рубежом. Я не журналист, я согласен. Я не журналист. Но ведь много людей, которые не на задних лапах. Их не показывают по единому марафону, это правда. Но говорить о том, что у нас все на задних лапах, это не совсем корректно, мне кажется. Есть люди, которые, так сказать, говорят другие альтернативные вещи. То есть, смотрите. Вот если мы говорим о том, что он с экрана не слазит, значит, в этом должна быть какая-то цель, правильно?
Ну, просто так. Вот раньше уже он столько не был на телеэкране, даже несмотря на все, вот, так сказать, сложности перипетий. А сейчас он не слазит. Если мы зададим вопрос, какова главная цель всех этих выступлений, я выскажу свое предположение. Это идет президентская избирательная кампания. Не надо смотреть и слушать Зеленского, когда он что-то говорит. Он всегда врет. Надо смотреть на его дела. И вот сложить пазл, чем он занимается, можно, когда мы анализируем его действия. Стартом предвыборной кампании Зеленского стало принятие бюджета 2026 года, Александр. Но ведь как бы ты ни пытался скрыть свои намерения, но бюджет, он определяет приоритетные направления, куда будут направлены государственные средства. И 26 год, если посмотреть на бюджет, это не год войны. Там опять минус 300 миллиардов заложено на армию. И это не я говорю, это говорит министр Федоров. Он же выступал и вот эти все цифры раскладывал, что минус 300. Я хочу, чтобы товарищи депутаты зафиксировали, там нам не хватает 300 миллиардов. Но в этом бюджете мы видим увеличение социальных стандартов, повышение заработной платы учителям. Это правильная вещь. Но ведь они же на 7-й год его правления начали проявляться. До этого как-то он не шибко заботился об учителях. Более того, правительство Шмигаля отменило постановление наше, 822. Него останавливало 3 года, не хотело реализовывать. Потом отменили вообще. А сегодня он резко воспылал любовью, значит, к учителям. О чем говорит министр Улютин? Мы поднимем минимальную пенсию до 6 тысяч гривен. Ну, как-то вот оно попахивает выборами, правильно? Поэтому он же не может так сказать, что вот мы просто готовимся к тому, чтобы, так сказать, переизбирать нашего любимого Владимира Александровича. Он говорит, мы проведем пенсийную реформу. Попытки пообщаться с господином Улютиным. Его пригласило Суспільне телебачение, меня пригласили. Жолнович там появилась, бывший министр. Значит, была Нина Петровна Южанина и был депутат Нагорняк от «Зеленых». И вот министр Улютин туда не явился. И Власта Лазур, ваша коллега, журналист, заявила, что когда они нас спросили, кто будет присутствовать на телевидении, мы им сказали, назвали всех. И ответ был следующий. Это я цитирую журналистку Лазур. Якщо там буде Рева, мы туда не придем. То есть уберите этого, тогда он придет вам рассказывать о реформе. То есть реформы никакой нет. Это маскировка под простое повышение пенсий минимальных до 6 тысяч гривен для того, чтобы повысить шансы президента Зеленского на выборах. Ну, погодите, про поводу выборов. Он же, это же, понимаете, ну, есть просто разные люди, они, опять-таки, да, кто-то уважает Высоцкого, как он с надрывом играл Гамлета, помните, вот, быть или не быть. Кто-то Иннокентия Смоктуновского, да, тот как бы более вдумчиво, таинственно, вкрадчиво. Но ведь это же сакраментальный вопрос. Запад, вы хотите выборов или с меня сместить? Если это условия войны, окончания войны, выборы, то давайте. А если сместить, то попробуйте найти лазейку законодательную. То есть быть или не бить, или не быть. Смести или, собственно, выборы. Александр, а как бы вы вот объяснили эту фразу? Вот у меня есть объяснение очень четкое. Знаете, что это мне напоминает? Когда второй тур выборов в Украине в 2004 году прошел и началась помаранчевая революция, Кучма уехал к Луначезаску с ключами от своего кабинета. Тут народ волнуется, тут Янукович пришел, отдай ключи, тот говорит, не отдам. Ну, короче, вот это вот вы же помните эту историю. И что случилось дальше? Дальше приехал Хавьер Соланыч. І Кучма вийшов оттуда сияючий і каже, о, які люди до нас приїхали. Ну так зразу так, от зараз ми все вибори організуємо, буде, значить, це. І тут же Верховний суд приймає рішення о проведении 3-го тура и так далее. Все. Он получил гарантии личной безопасности. Его никто трогать не будет. Поэтому он согласился на проведение 3-го тура, передал ключи, кому сказали, и живет себе спокойно, даже вот ездит по миру и никаких проблем. Правильно? Правильно. Так вот, что Зеленский заявляет? Вам не кажется, что это один в один? Вы хотите меня смести? А попробуйте! Ну, дескать, без меня вы никуда не денетесь. Вы должны мне дать гарантии, что я, так сказать, спокойно себе буду жить дальше.
И тогда, значит, возможен разговор. Вот его публичная дискуссия. Дайте мне гарантии. Я вот, кстати, допускаю, что когда Умеров с этим, как его, с Арахами общались с Мединским, там тоже, очевидно, об этом шел разговор. Почему в непубличной сфере. И поэтому я думаю, что не в последнюю очередь сегодня Урсула фон дер Ляйен и все остальные товарищи приехали пообщаться с ним на тему, в том числе, его политического будущего. Он делает заброс, что я, дескать, не решил, пойду ли я или не пойду. Тут я с ним согласен, Александр. Они не просто так Буданова взяли к себе. Мы об этом с вами говорили. Буданову было обещано, что он будет спадкоемцем Зеленского. Если ситуация сложится таким образом, что Зеленский будет понимать, что это тупик, он тогда, получив гарантии, запустит Буданова на выборы. В этом план их состоит. Но на данном этапе он ведет избирательную кампанию. Буданов в тени. Он практически не делает каких-то заявлений резких. Он в тени, а ведет кампанию Зеленский. Нет, ну вчера там были некоторые заявления, но опять-таки мало что понятно. Знаете, как вот про блондинку и крокодила, встречу, не встречу. Короче, или договоримся, или война до конца. Ну, это вот если так в общем. Ну, так, слабовато, конечно, но, в принципе, было... Александр, ну вот его засветили, что он никуда не делся. Вот он есть. Да. Не забудьте, что Буданов есть. Не больше того. Никакие там скандальные темы, ни о чем. Вот вы правильно сказали, ни о чем. Ни о чем, просто вот я есть. Ребята, не забудьте, что я есть. А вот Залужный ведет уже прямую войну с Зеленским. И обратите внимание, все играют в одну и ту же игру. Какие вы? О чем вы говорите? Пока война, никаких выборов. Не, я об этом даже не думаю. И так далее. И каждый из них ведет избирательную кампанию. Вот это особенности украинского политического процесса. Никто не хочет засветиться раньше времени, но все ведут кампанию. И вот в этом отношении приезд Урсулы фон дер Ляйен и группы, так сказать, европейцев – это как раз один из элементов избирательной кампании Владимира Зеленского. Ну, смотрите, тут же нет у него никаких карт в рукаве. Он пытается выжать карту, что в следующем году, и об этом в интервью этих многочисленных говорит. И в обращении, вот смотрите, будет в 27-м году вступление в ЕС. Или нет, не в 27-м, но нам скажут четкую дату. Скажут? Александр, я почитал условия. Ведь сейчас опубликованы условия. Кстати, надо отдать это должное европейцам. Я сравнивал, значит... То есть, у них вообще размытые формулировки. Ты должен соответствовать копенгагенским критериям. А вот соответствуешь ты или нет, это очень субъективное мнение. По-хорошему. Ну, вот всех приняли там в ЕС, а Болгарию с Румынии оттянули до 2007 года. Помните? Всем дали Шенген, а им сказали, нет, у вас там еще какие-то вещи. Я не думаю, что там Болгария и Румыния выглядели хуже, там, чем, например, Латвия, Литва, Эстония. Но Эстонию я там могу за скобки вывести. Ну, вот было политическое решение такое. Сейчас, когда я прочитал, мне очень, знаете, что понравилось? Там конкретика. Но это конкретика, которая требует от Зеленского кардинального перекройки власти. Верховенство права, реформа правоохранительных органов. То есть, он должен вот ту власть, которая у него сейчас есть, Александр, отдать. Они ему выставили условия, вот как при Порошенко. Ты хочешь получить безвиз с Европы? Вот ты должен сделать вот это. Или ввести, допустим, декларирование имущества чиновников, доходов и так далее. То, что мы сейчас имеем. Но скажите, вот лично для Порошенко, да, вот берем мы его. У него были проблемы с тем, чтобы поехать куда-то в Европу, там, значит, в шенгенскую зону? Нет, понятно, что это электоральная история. Ну, понятно. Нет, я к чему веду? Смотрите. То есть, ты для того, чтобы для всех это сделать, должен в чем-то себя ограничить. Ну, по-хорошему, ну, нахрен оно мне надо? У меня все хорошо, остальные там пускай после меня разбираются. Он идет на самоограничение, мы получаем безвиз. А сейчас та же дилемма будет перед Зеленским. Давайте посмотрим, как он себя поведет в этой ситуации. Он пойдет на то, чтобы отдать власть ради вступления в ЕС? Или он будет дальше заниматься тем, чем он занимался? Знаете, как он врет? Он же постоянно врет. У нас коррупция не більше, ніж в Європі. Слышали его заявление?
Конечно. И говорит, И мы вот, молодцы. значит, Нет, там же мы интересно. боремся. Мы Мы молодцы. молодцы. Мы Да, вы молодцы. вспомните. Вот знаете, вот Скажи, как бы мне это он вспомнился... борется с коррупцией. Мне Это он с вспомнился коррупцией борется. день выборов, помните, там герой, да, тоже наши одесские ребята снимали тогда, говорит, все молодцы, да, вы молодцы, все молодцы. Только вы не в той области провели выборы. Поэтому собирайтесь снова на теплоходе и езжайте. Кандидата я вам пришлю. Вот то же самое. Понимаете, вот он сейчас в ситуации, когда нужно принимать решение. Либо наступить себе на горло, но ради страны, либо плюнуть на все перспективы страны и продолжать дальше тем, чем он занимается. Какой выбор он сделает? Вот как вы считаете? Ну, смотрите, у него же, давайте так, как бы он там не храбрился, ситуация же тяжелейшая. Ну вот, со страной, с продолжением войны. И нужно идти на уступки. Он же как говорит, мы Донбасс не отдадим просто так. Ну, то есть, сейчас вообще вся риторика свелась к вот этому Донбассу. Почему? Донбасс у нас свелась для того, чтобы замаскировать главные условия, которые Россия выдвигает. Не Донбасс. От этого Краматорска и Славянска, которые она требует якобы, категорически, это маскировка главных целей. А ключевыми вопросами будет разоружение Украины, как они называют демилитаризацию, восстановление русского языка как второго государственного и свобода для действия Русской Православной Церкви. Это ключевые вопросы. Но они замаскированы, что, дескать, вот смотрите, там, вот там Донбасс и так далее. Нет, не Донбасс. Это называется просто обман общественного мнения. Эти вопросы не могут быть решены за столом переговоров, на мой взгляд. Путин не может прекратить войну даже на тех условиях максималистских, которые он выдвинул. Ибо тогда у него начнутся серьезнейшие проблемы внутри страны. Это можно рассказывать электорату, что, дескать, мы и не воевали там за Киев за 3 дня, не собирались оккупировать всю Украину. Мы за Донбасс воевали. Но ведь существует огромная армия этих зетников, вот этих журналистов, людей, которые разжигали вот это пламя войны в сознании россиян. Они вряд ли успокоятся на тех условиях, которые даже Путин сейчас предлагает. Для Путина остановить войну – это столкнуться с очень серьезными проблемами лично для себя. Сегодня человек, который работает, скажем, шьет куртки военные там, на швейном предприятии, получает 100-200 тысяч рублей в месяц. Завтра заказы государственные прекратятся. Людей сократят. Они останутся без работы. Сокращение армии неизменно приведет к тому, что многие люди, которые, опять же, сотни тысяч рублей получали, вернутся домой. Андрей Алексеевич, ну, смотрите, я хочу просто здесь сказать, что этот набор аргументов абсолютно подходит под украинскую действительность. Абсолютнейшим образом. Смотрите, Александр, в Украине этот момент тоже присутствует, но есть один нюанс. Нюанс это заключается в том, что не мы начинали войну, и, соответственно, когда люди вернутся и столкнутся с трудностями, они понимают, почему они возникли. А поставьте себя на место россиянина, который пошел воевать. И вот в этот момент он, значит, война прекратилась, Киев не захватили, Украину не оккупировали, вернулся я домой, я задаю вопрос, а за что мы воевали? Вот что важно. А ведь обратите внимание, помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Выбить крымского хана с изюмского шляху. И войско покорно идет воевать. А потом только раз перемкнуло. Царь-то не настоящий. И уже он не царь, а демон. И вот это вот переключение сознания в России – это очень опасная вещь. Помните вот этот, когда Тютчев писал, да? Вот всем вот этим вот прогнозистам, которые там считают проценты, значит, насколько там российская экономика там упала там, или выросла, цены на нефть там, и все прочее. И на этом основе они пытаются какие-то рациональные прогнозы делать. Я им напоминаю Федора Ивановича. Федор Иванович абсолютно четко сказал: умом Россию не понять. Аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. 22 января 1917 года Владимир Ульянов-Ленин выступал в Швейцарии с докладом, посвященным 12-й годовщине начала русской революции, кровавого воскресенья.
Он много чего там наговорил, а в конце сказал такую фразу. Мы, старики, не доживем до грядущих революций. Дескать, вы, может быть, доживете. Это он сказал ровно за месяц, даже чуть больше месяца, до начала февральской революции. И за 10 месяцев до его прихода к власти. Это к вопросу о прогнозах. В России они не работают. Революция может не быть еще 100 лет, а может возникнуть завтра. И те, кто рассказывают, я это предвидел, они просто врут. Понятно. И Путин тоже это понимает, понимаете? Но Он смотрите. тоже понимает, что ситуация взрывоопасная, она в любой момент может поменяться. Все понимают, но тут возникает же другой момент. Да? Вот этот вариант с завершением войны сейчас. Вот смотрите, как действует Зеленский. Он говорит, пускай Трамп приедет и посмотрит. Он же у нас ни разу не был. Вот приезжай, Трамп, приезжай. Потому что у меня кампания избирательная. Мне Трамп нужен здесь. Что он будет говорить, неважно. Главное, чтобы он был вот в Киеве и видели все, что Трамп возле меня. Так точно, как и Урсула фон дер Ляйен. Она приехала не для того, чтобы а вот для того, чтобы, видите, выигран матч СССР ФРГ с Мюллером я на короткой ноге. Вы Высоцкого вспоминали, я вам еще тоже его процитировал. Вот его задача. Понимаете, но тут же возникает другой момент. О каком вступлении в ЕС, о какой там Урсуле, о каких вообще может идти речь, если мы имеем жесточайшую стычку интересов с Фицо и Орбаном? Опять-таки, их можно хулить и говорить, какие они негодяи, какие такие-сяки, но они отключили резервное снабжение электроэнергией, они говорят, мы там, в общем, все вам ограничиваем, включайте нам нефтепровод «Дружба». И тут как бы не получается, не выходит, понимаете, каменный цветок. Потому что Зеленский же как позиционирует? Все, ни капли российской нефти. А тут прям надо трубопровод включить. И орган, вообще Европейский Союз, как структура, пока что, мы еще не знаем, может, они отреформируют все до неузнаваемости, но пока что это консенсусный орган. И вот смотрите, помните же, по-моему, 23-й, вот Вильнюсский саммит, да, когда Зеленскому говорили там ехать, не ехать, в общем, он поехал, говорит, вступать, не выступать, и он тоже тогда, дайте нам четкое число, когда мы вступим в НАТО. Один в один же история. То есть дайте нам четкое консенсусное решение всех стран, равноправных пока что. Мы потом посмотрим, как они там будут переживать расслоение первого класса, второго класса, сорта страны-участницы тех или иных союзов НАТО и ЕС. То есть тогда не выгорело. Почему вдруг сейчас будет выгорать? На самом деле история с Орбаном – это история отдельная. Если вас интересует моя точка зрения, я вообще-то придерживаюсь старого римского правила «pacta sunt servanda». Договора должны исполняться. Есть договор о прокачке этой нефти по трубопроводу «Дружба» до 2029 года. Нравится нам, не нравится, есть договор. И мы обязаны его исполнять, даже если нам политически это невыгодно. Ибо если мы нарушаем взятые на себя обязательства, то как нас можно терпеть в организации, которая построена на обязательствах и неукоснительном их соблюдении? Это свинство, если мы не выполняем договор с нашим союзником. А договор предусматривает, до 2029 года мы должны качать эту нефть. Нравится нам, не нравится, мы обязаны это делать. Почему Зеленский этого не делает? Вот то, что вы говорите, дескать, ни капли нефти, там, и это, российской и все прочее, это все антураж. На самом деле, его задача, чтобы Орбана не было. Таким образом, он вмешивается во внутреннюю политику Венгрии и способствует поражению Орбана на апрельских выборах. Именно ради этого он развязал кампанию против Орбана, он его там лично оскорбил на Мюнхенской конференции. Это оскорбление прямое. Но Орбан не ответил, что там у Зеленского что-то непорядки с головой. Он сказал, смотрите, вот есть интересы страны, Евросоюз не на нашей стороне, хотя закон на нашей стороне, он обязан нам качать нефть. Он этого не делает.
Европейский Союз, вместо того, чтобы надавить на Зеленского и заставить его исполнять договор, он, дескать, отморозился. Как это понять? Ну, вот так выглядит ситуация, понимаете? А Зеленский пошел в банк. Орбан ему заблокировал сейчас. Зеленский же не понимал. Он же крупный юрист из Криворожской юридической школы. Он думал, что вопрос с кредитом решен. А оказывается, нужно внести еще изменения в бюджет ЕС. Опять требуется консенсус. И тут он сел в лужу. Вчера Гетманцев начал вопить. У нас катастрофа с финансами. А кто ее создал, эту катастрофу? Так ты же назови фамилию человека, который сейчас заблокировал фактически нам кредит. Это Владимир Александрович Зеленский, который на Орбана наехал, соответственно, провел недружественные вещи по отношению к Венгрии, и теперь получил ответку. А теперь мы бегаем, как курица с разбитым яйцом. Ах, у нас все нехорошо. Должен будет жаловаться Урсуле фон дер Ляйен, что она ему может сказать. Вова, это ж ты сделал. Сейчас мы опять должны убалтывать Орбана, чтобы он, значит, там повел себя как-то по-другому. Поэтому он рассчитывает на смену власти в Венгрии. Вот его цель. Ну хорошо, а что это даст? Подождите. Он пошел на обострение отношений с Венгрией. Смотрите, контракт это не изменит. Контракт не изменит. Но он хочет восстановить прокачку нефти по нефтепроводу, когда там сменится власть. Ведь он же ведет себя как Путин по отношению к Украине в свое время. И Орбан это понимает. То есть против него работает Зеленский. В чем он Орбана обвиняет Зеленского? В вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии. Конкретными действиями. Но эти действия Путин применял по отношению к Украине. Чем мы сейчас отличаемся по отношению к Венгрии от Путина по отношению к Украине? Ничем, с моей точки зрения. Это недопустимо. Нравится тебе Орбан, не нравится, негодяй. Он премьер-министр страны. Тебе надо с ним выстраивать отношения. А если он останется? Что ты тогда будешь делать? Ну, ты же помог в Польше выборам, да? Навродского выбрали. Благодаря тебе. Что ты активно поддерживал его конкурента Шосаковского. Ну, так же было. Нет, даже орденами он награждал. Ты вмешивался в избирательную кампанию по выборам, значит, 2020 года. Трамп это не забыл. И у тебя обстоят третий раз наступаешь на грабли, топи Орбана. А если Орбан останется, тогда что? Все твои планы в тартарары полетят. Это авантюрист, понимаете? Человек, который, побанкую, посмотрим, он вдруг выгорит. Там будет видно. Это очень опасно для национальных интересов Украины, с моей точки зрения. Но мы имеем вот такого президента, к сожалению. Значит, министр Федоров озвучил план войны сегодня. Значит, 3 конкретные цели. Закрыть небо, защитить гражданское население, инфраструктуру. Топ-приоритет. Значит, 100% угроз воздушных идентифицировать, перехватывать не менее 95%, остановить врага на земле, в море, киберпространстве. Значит, наш ориентир более 200 убитов за каждый квадратный километр. То есть, видите, как они играют цифрами. То было 50 тысяч, а сейчас 100 на 200, в общем, 200 на километр. На квадратный километр. Сейчас 156 на квадратный километр, хотят довести до 200. Я Значит, понимаю, да? Лишить Россию экономического ресурса для ведения войны. Ну, это нефть, и, я так понимаю, вот то, что сейчас происходит, масштабируется. Смотрите, Зеленский выходит и говорит о том, что Трамп, ну, опять-таки, это не он, Трамп, он хочет собрать всех в одном месте, подписать все документы. ЕС, Украина, Украина, США, США, Россия. И как бы закончить войну. Ну, вот красивая история, как с Газой, помните, где он собирал в Египте вот этот сейшен, да, ну, потом это все сейчас перекочевало в Совет мира. Зачем и как, ну, я понимаю, зачем, да, Федорову это нужно, у него есть четкие цели. Но они же абсолютно противоречат крикам Зеленского о том, что Украина хочет закончить войну. Зачем это опубличивает Федоров? И понятно, что много сейчас делается для того, чтобы поднять боевой дух. Всем тяжело, все видят, что уже пора заканчивать. И 4 года, давайте правде в глаза смотреть, это много.
Это долго, и это перспективы как бы такие очень тяжелые. Ввиду блокировки 90 миллиардов, вспомнили Гетманцева, понятно, что это целый ворох проблем отсюда пляшет. И условно, если мы берем финансирование со следующего полугодия, то мы мало понимаем, чем перекрывать следующее полугодие этого года. Но вот такие амбициозные цели декларируются Федоровым. Это его личная игра или это как бы наперстки Зеленского? Тут я вот с Трампом прошу от него гарантии и просто так Донбасс не отдам. А тут Федоров выходит, говорит, мы там на километры квадратные, мы там в месяц. И четко как бы выдаем вот такие стратегические вещи по поводу дальнейшего хода войны. Или это на 3 года? Помните же, как он сбил вот эту историю? Литвин выходил, опровергал. И что Женева провалилась полностью, готовимся еще на 3 года воевать. Федоров министр обороны. Он не министр иностранных дел. Его задача обеспечивать вооруженные силы всем необходимым для ведения боевых действий по защите страны. Он не может ориентироваться на какие-то, скажем, мирные инициативы и все прочее. У него сейчас война, и он обязан эту войну вести успешно. Помогать вооруженным силам вести успешно. Нужно ли было это озвучивать? Только в одном случае. Когда мы демонстрируем, что мы готовы к миру, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Дескать, мы не расслабляемся, мы готовы к продолжению, мы даже новые планы составляем, если сорвется мирный процесс. Только в таком контексте вот я вижу логику в таком заявлении. Насколько оно реально, это сложно сказать, потому что в поле 2 воли, воюют 2 армии. И усовершенствуется не только украинская армия, но и российская. Соответственно, местных штурмов становится все меньше и меньше. Все больше и больше война переходит в войну дронов. В войну абсолютно другого технологического уровня. С другой стороны, поэтому достичь, там, скажем, уничтожения пехоты в том количестве, в котором они запланировали, можно, если продолжаются мясные штурмы. Но их количество уменьшается. Вторая позиция – защитить небо. Но это, опять же, зависит не от Украины. Даже на те зенитно-ракетные комплексы, которые у нас есть, мы очень зависимы от поставок ракет. Но если, скажем, еще немецкие, там, скажем, французские и комплексы, которые производит Италия, можно как-то решить вопрос, то с ракетами для Патриот без предоставления американской лицензии на производство этих ракет в Европе решить проблему нельзя. Точно так же, как расширить количество этих комплексов для того, чтобы они способны были защитить всю территорию Украины. Вот. Задачи поставлены. Но вот будут ли они решены, это большой вопрос. И касательно того, будет ли война продолжаться дальше, я вам могу сказать только свое личное мнение. 2026 год будет годом самых жестоких битв на фронте. Я думаю, что с весны, как только немножко подсохнет, с мая месяца, Россия перейдет в новое фронтальное наступление по всей линии фронта. И они попытаются военным путем решить окончательно вопрос войны и мира. Если это не удастся, к ноябрю месяцу мы тогда можем увидеть какие-то подвижки. А сейчас у Путина есть окно возможностей до ноября, то есть до выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки для того, чтобы этот вопрос решить. Сможет ли он это сделать, покажет будущее. Я надеюсь, что нет. Ну, интересно, потому что, хорошо, гипотетически представим, Славянско-Краматорск решили военным путем. Просто если мы сейчас сводим все вот эти переговорную риторику к тому, что мы уйдем из Донбасса, не уйдем из Донбасса, или уйдем, но не просто так, а давайте там зону экономическую, а давайте там что-то вот придумаем, какую-то форму, то это одна история. Но после Донбасса будет же совершенно другая история. И тут уже будет все зависеть от того, в каком состоянии будет Украина. А ресурсно, с теми проблемами, которые мы обсудили,
финансовыми, как бы проблемами с соседями, проблемами с Трампом, да, то есть ничего нам не предвещает какого-то укрепления позиций Украины, соответственно, вот и сбывается предсказание Зеленского, что, условно, после Донбасса Путин может пойти дальше не потому, что там сильно хочет, а потому что, ну, как бы, это Украина не сможет защитить. Так логика подсказывает, что решать надо сейчас, а Зеленский не решает, ну, как бы не идет на какие-то, ну, скажем так, условия американской стороны. Наоборот, сейчас начинает вот торговаться за свое кресло, говорит, сместить меня, не сместить меня. Вы знаете, какова бы ни была мотивация Зеленского, я все-таки тоже считаю, что у него личный интерес всегда превалирует над общественным. Но в данном случае его личный интерес совпадает с национальным интересом Украины. Вот весь мир должен был получить прививку от иллюзии, что агрессора можно умиротворить уступками. Я просто напомню, что чехов даже не пустили на Мюнхенскую мирную конференцию 1938 года. И позиция всех стран была следующей. Господи, Гитлер требует судет. Ну, сколько там тех судетов в центре Европы? Боже мой. Да в конце концов, чехи, имейте совесть. Ведь Франция вас создала. Вот как страну, да, вот после распада Австро-Венгрии. Вам, так сказать, дали все возможности. Ну да, вот немецкие районы там включились немецким населением в составщиков. Сейчас Гитлер говорит, вот, пожалуйста, вы же исходите из концепции национального государства. Немцы должны жить в Германии. Отдайте нам эти территории. Мы этого требуем, нам больше ничего не надо. И на это повелись. Отдали Судет. С укреплениями. С соответственными, значит, там заводами. Все это отдали Гитлер. Что случилось дальше? Через 4 месяца он оккупировал всю Чехословакию. А через 10 месяцев началась Вторая мировая война. Отдать Краматорск-Славянск, не отдать Краматорск-Славянск. Путин не остановится, он будет двигаться дальше. Его можно только остановить. Если вы отдаете ему без боя Краматорск и Славянск, это не значит, что война прекратится. Но будет дальше продолжаться. Может, он какую-то паузу небольшую возьмет, перегруппируется. То найдет повод и полезет дальше. Поэтому отдавать без боя что-либо, это только ухудшает собственные позиции. Путин не согласен прекращать боевые действия. Он лезет дальше. Почему? Потому что он считает, что военным путем он может достичь больше. Вот если он вот этого возможности будет лишен, это можно сделать только путем того, что вооруженные силы Украины его остановят. Только тогда можно говорить о мире. Все остальное это бла-бла-бла, Александр. Ну, по большому счету. Очень интересно сейчас выглядит, и я хотел бы тоже с вами обсудить. Ну, вообще, как бы социальное, да, направление в Украине. Значит, очереди за этими пакунками тепла в Киеве и в городах и весях. Выходит Смелянский, говорит, что только люди, ну, в общем, недалекие, неумные, вообще какие-то, да, глупые, работают на минималку. В то же время все показывают, что, простите, пожалуйста, ну так, в Укрпочту к тебе, Смелянский, устроиться на работу почтальоном, сколько ты платишь, да, там, 7-9 тысяч гривен, ну, как бы, а он говорит, есть миллионные вакансии. Я бы хотел, чтобы вот вы как-то проанализировали вот эти посылы, да, то есть людей принимают за абсолютных идиотов. Украинцев перестали уважать. Ну, тех, которые внутри. Выходит даже мэр Днепра, говорит, никаких выборов не может быть, потому что соцсети дебилизируют население. Ну, то есть им фактически в глаза говорят, что вы дебилы, вы нехорошие люди. Ну, то есть там вы не умные, мы знаем, как надо. И вот мне кажется, что во многом, да, вот это вот отторжение от вот этих и невосприятия вот этих, скажем так, потужных реляций происходит и от этого отношения. Вы были во власти в свое время. Вот что меняется? Почему вот эта вот точка сидения так, ну, скажем, влияет на отношение к простому человеку?
Я хочу извиниться перед украинцами. Я помню, на одном из первых заседаний правительства в 2016 году были внесены предложения от конкурсных комиссий по избранию руководителей государственных компаний. То есть эти конкурсы были проведены до нас, они завершились. Теперь правительство должно было утвердить результаты этих конкурсов. Речь шла о 3 государственных компаниях. «Нафтогаз Украины», «Укрпошта» и «Укрзалезница». Вот, на «Нафтогаз» это, соответственно, Коболев, «Укрпошта» Смелянский и «Укрзалезница», помните, польский был такой деятель Бальчун. Ну, я только тогда начинал. Коболева я слышал, но я не знал, кто это такой. Смелянского я первый раз в жизни видел. Значит, Бальчуна тем более я не знал. Вынесено предложение об утверждении результатов конкурса. Я тоже тогда за это проголосовал. И за это я хочу извиниться перед украинцами. Потому что ход дальнейших действий показал, что эти люди скажем так, их нельзя было назначать на такие ответственные должности. Сегодня против Коболева ведет расследование Национальное антикоррупционное бюро. Он хорошо обставился, у него очень мощная информационная политика и кампания. В свое время мы не утвердили план «Нафтогаза» на текущий год, потому что там была отдельная статья, где выделялись деньги на борьбу с правительством. Представляете? Правительство является главным акционером «Нафтогаза», а руководитель «Нафтогаза» берет деньги государственной компании и направляет на то, чтобы нас, там мочили в средствах массовой информации. И когда речь шла о продлении контракта Коболева, там на год его продлевали, я был единственным министром на кабинете министров в 2019 году, который не голосовал за назначение Коболева, за продление контракта с ним. Со Смелянским у меня был жесткий конфликт. Потому что Смелянский рассматривал Укрпочту как предприятие, которое должно кормиться за счет пенсионеров. И единственное его эффективные менеджерские решения заключались в том, что пенсионный фонд должен платить больше за доставку пенсий, чем он платит на сегодняшний день. Я категорически против этого выступал и не допустил повышения тарифов на доставку пенсий Укрпочты. Когда меня сейчас нет, они пошли на все предложения Смелянского. Поэтому он себя чувствует так уверенно. За счет пенсионеров хорошо жить, удобно. Получать 970 тысяч гривен и рассуждать о том, какие люди глупые, которые идут работать на минимальную зарплату. Когда у тебя 970 тысяч гривен. Нормально? Но еще что вам хочу сказать. Я же не знал о том, что Смелянский гражданин Соединенных Штатов Америки. А государственное предприятие Укрпочта – это режимное предприятие. И в условиях военного времени оно выполняет определенные функции. Люди должны иметь допуск к государственной тайне. Как он получил допуск, я не знаю, имея второй паспорт в кармане. Поэтому посмотрите, что он сейчас творит. Он просто издевается над украинцами, рассказывает, что вы лохи. Но он подразумевает под лохами не то, что вы там работаете на минимальном, а вы лохи, что вы меня терпите. Я плюю на вас вот со всех, так сказать, с высокой горки, а вы утираетесь и говорите, какой Смелянский молодец. Это позор, то, что сейчас происходит. И молчит правительство, молчит президент, а он там матом кроет женщин, там тех, кто его там критикует и так далее. Подонок, просто негодяй. Вот кто он такой. Ну ничего, видите, он полностью... Сейчас же избирательная кампания будет идти. Кто будет там в село доставлять агитационную продукцию? Для Владимира Александровича. Кто по гривне, извините меня, Милованову отчисляет его, так сказать, фонд? Что это за история? Вот вообще непонятно. То есть... Ну, так это, а где НАБУ? Вот скажите мне, как это может быть вообще? Это государственные средства. Нет, на каком основании это делать? Накидывать по гривне там за услугу, потом А как у Милованова это оказалось? Ну так, как Милованов 3 миллиона 200 тысяч гривен заплатил за лекции Свириденко? А та его, значит, в 2 предприятия государственных в наглядовую раду. Нормально. И это же совсем не коррупция, понимаете, в чем дело? Это же не коррупция. Бальчун сам ушел, вы помните, через год деятельности. Он ушел там. Ну, он оказался порядочным человеком, в том смысле, что он ничего не воровал. Он взял, просто ушел.
не захотел работать в этой системе. А вот эти два деятеля, это, конечно, позор нашей страны. Коболев и Смелянский. Но еще раз говорю, я прошу прощения за то, что я голосовал в 2016 году. Когда я увидел, кто они такие, я потом не голосовал за Коболева. И считаю, что Смелянского надо было снимать. Хотя у него контракт тогда еще не закончился. Вот как-то так. Подонок и негодяй. Что мне это напоминает, я вам скажу. Помните, перед французской революцией, да? Страшно народ не любил Марию Антуанетту, жену французского короля. Когда люди собрались там, а там 7 лет во Франции перед революцией были неурожайные года. Люди просто голодали. Вот они собрались, там начали требовать хлеба. И она спрашивает, а что там они собрались? Они, говорит, требуют хлеба. А почему? А у них, говорит, хлеба нет, им есть нечего. Говорит, если хлеба нет, так пускай едят пирожные, это же вкуснее, правильно? Зачем вам хлеб? Вот приблизительно так же себя ведет сейчас Смелянский. Он думает, что он убежит, и если народный гнев проявится, то, дескать, ему ничего не будет. У него есть индульгенция в виде американского паспорта. Но бьют-то не по паспорту, правда? А по морде. Вот он не боится этого. Что еще так вот будет дразнить людей, а потом соберутся и набьют им морду. И будет жаловаться, что мы тут не цивилизованные, что мы такие сяки, не оценили такого выдающегося менеджера. Негодяй просто, понимаете? Человек абсолютно лишенный понятия эмпатии по отношению к людям, которые сейчас страдают. Сидят без света. Иногда сидят без воды. Без тепла в Киеве сколько сидит людей, да? А он им рассказывает о том, что вы лохи работаете, значит, там на минимальную зарплату. А он сидит, у него 970 тысяч. И рассуждает о том, как нужно все делать правильно. Я считаю, что вот только за это его надо уволить было. За вот такие вот высказывания. Есть два таких очень важных момента, которые я хочу, чтобы вы откомментировали. И, ну, опять-таки, вы свое мнение высказали. Вы считаете, что война будет еще более ожесточенная в 2026 году. В этом году будет пик, будут очень тяжелые бои. Очень тяжелые. И, ну, в любом случае, мы видим два таких очень ярких сообщения. Первое – российской разведки. Ну, понятно, там много чего они заявляли, СВР, да, но оно не подтвердилось, и само как бы заявление является их деятельностью. Нужно выйти и заявить. Это было и по поводу там, обстрелов территории НАТО, это было и по поводу других территорий, ну и других моментов, да, как бы предваряя нечто или, в общем-то, играя в свои определенные, преследуя свои цели, как разведки. Но они говорят, что британцы, французы готовят Украине какие-то компоненты для ядерной бомбы. Ну, в общем, поставки, поэтому активно идет работа в этом направлении. Это означает понятную эскалацию, это вот у всех должны быть ушки на макушке, в том плане, что мир может, ну, в общем-то, да, ввергнуться там, под аккомпанемент ядерного удара по чужим флагам в достаточно такое тяжелое противостояние. Я, кстати, в последнее время не отбрасываю, не отмахиваюсь от истории с применением ядерного оружия. Не собираюсь хорохориться, а что это даст, а что это куда, в общем, там, да. Ну, но это будет абсолютный поворотный момент, и вот к этому моменту, видимо, есть это сообщение разведки. А Bloomberg сегодня сообщил о том, что Трамп заканчивает войну к 4 июля, к своим, ну, там, 250-летию Штатов, к юбилею, там, дню рождения, короче. То есть вот четкий дедлайн у Трампа, вот он с чем связан, что вот к празднику, так сказать, вот он закончил еще одну войну. Смотрите, ведь это сейчас очень важно, да, понять и осознать, получится ли у Трампа, а если нет, то что? И действительно ли, вот сейчас вчера сообщил так Reuters внезапно, ой, смотрите, с россиянами и китайцами американцы в той же Женеве прорабатывают, ну, вот эти ядерные документы, которые сейчас на паузе подвисли в воздухе, вот эти договоры. То если не закончить, и если, например, вокруг пальца обвести Трампа, то мы вполне в этой жестокости, предсказанной вами, или как вы видите ситуацию, да, можем зайти заступить за эту черту ядерную. Ну, нам нечем заступать за ядерную черту. 9 килограмм оружейного урана
Янукович в свое время передал американцам. То есть все запасы, которых можно было изготовить ядерное оружие, они были переданы. Американцев больше у нас нет. Полного ядерного цикла Украина не имеет на сегодняшний день. Говорить о том, что нам кто-то даст ядерное оружие, если нам не дают просто ракеты дальнобойные. Это разговоры ни о чем. Каждый раз, когда Россия заявляет о ядерной угрозе со стороны Украины, она, очевидно, прорабатывает в уме возможность превентивного ядерного удара по Украине. Такая возможность и такая опасность сохраняется с 24 февраля 2022 года. Применит Путин ядерное оружие или не применит, никто не знает. По-моему, даже он сам не знает. У него такая возможность есть. У нас такой возможности нет. Станет ли такая возможность реальностью? Я не знаю. Угроза, конечно же, есть. Но вот угрозы для России, что Украина применит якобы ядерное оружие, нет никакой. Нет у нас на сегодняшний день такой возможности. Вот как-то так. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Всем добра и света, несмотря ни на что. Вот и зашли на 5-й год войны.